Здравствуйте, друзья! Сегодня, как я и обещал, будем делать файлы для банкнот. Что нам для этого понадобится? Сами файлы, обычные файлы, купленные в канцелярском магазине, но с плотностью желательно больше 60 микрон. Либо пишут толщина 0,06 мм, плотная и прозрачная. Плотные прозрачные файлы, потому что тонкие они не совсем подойдут. Дальше, что нам понадобится? Скрепки пластмассовые, желательно. Металлические будут царапать, либо вот такие зажимы. Дальше шаблоны. Вот я вырезал из картона шаблоны. Картон толщиной где-то 2 мм, плотный. Шаблоны на 4, на 3 и на 5 ячеек. Можно также сделать на 2 ячейки. На 5 ячеек это для очень тонких банкнот. Они не сильно часто попадаются. В основном будут попадаться на 3 и на 4 секции разделенные. Вот для таких банкнот я буду делать файлы. У меня вот есть разделенные на 2 шаблона на 3 и 2 шаблона на 4. Дальше. Самый главный инструмент в нашем деле это вот паяльник. Вот такой паяльник с тонким, с таким остреньким жалом, чтобы желательно закругленный, чтобы не царапал. У меня вот такой. Не знаю, вам видно? Вот. Вот такая подставочка будет. Что мы делаем? Еще у меня есть такой шаблон. Вот такой. Сейчас покажу, зачем он нужен. И еще нам нужна будет металлическая линейка. Пластмассовая не подойдет. Когда мы будем работать с ней, она будет плавиться. Металлическая линейка и канцелярский нож. Обычный канцелярский нож. Вот. Так, сразу несколько штук. И подготавливаем, то есть делаем кармашки. Кармашки, куда мы через вот такие вот, чтобы потом просовывать наши банкноты. Так, вот я делаю так и обычным канцелярским ножом с одинаковой. Вы можете подобрать любую толщину, какую вам нравится. И не до конца прорезаю, не до конца. Оставляю где-то миллиметра 3. Покупные файлы очень много стоят. У нас в магазин называется Леонардо. Там все для коллекционирования, для хобби всяких, все есть. Там есть листы, правда они не А4, а какой-то формат немного нестандартный. Вот. Но там они стоят 124 рубля, один лист. Не один лист, а
5 листов. Это выходит штука 25 рублей почти выходит. Здесь, как понимаете, себестоимость намного ниже. Такой паяльник, он стоит порядка от 400 рублей, 300. Ну, мы же берем не на один раз. Еще вот последний сделаю. Не будем терять много времени. Важно показать принцип. Вот так. Вот этот шаблон убираем. Теперь что мы делаем? Теперь мы берем файл и ставим на наш шаблон. Ровно. Вот я пользуюсь зажимами. Можно делать скрепками, но желательно пластмассовыми. Извиняюсь, важная деталь. До того, как все это сделать, надо запаять верхнюю часть. Я беру картон. Запаять верхнюю часть, потому что банкноты с верхней части не запаяны и могут вылетать. Поэтому нам надо ее запаять. Для этого берем и миллиметра 2-3 и нашим паяльником проводим, и у нас получается запаяна верхняя часть. Сейчас я еще сделаю остальные быстренько. На глаз я делаю все это. Температура паяльника у меня рабочая. Он греется, и я работаю с ним. Ну, тут надо просто подобрать скорость проведения. Потому что если медленно, то все сгорит. Поэтому вот я пользуюсь вот скоростью, которую вы видите на экране. И довольно достаточная скорость, все припаивает отлично. Регулируйте и набивайте руку сами. Все. Теперь берем наш шаблон, ставим, закрепляем. Мне достаточно 2 раза, с 2 мест перехватить, мне хватает. Вот один. Так, и 2 у меня пойдут так 3. А 3 тоже не часто используются, в основном 4. Вот такой размер больше всех используется, если собирать современные банкноты. Для банкнот старых, конечно, нужно уже файлы, разделенные на 2 и 3. Вот смотрите,
ставлю линейку и провожу паяльником вот с такой скоростью. Все, запаяно. Еще один. И последний. Друзья, как видите, вблизи покажу. Не знаю, вам видно. Вот они получаются очень аккуратными. Вот эти у нас, видите, все припаяно, все хорошо. Если вдруг где-то не припаялось, делаем еще раз. Все, на этом. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, до свидания.